Главное не ебануться. Класс. Привет, пацаны! Давно не было видосов по Геону, и вот вам небольшая зарисовка на тему, почему ездить на рынок на мотоцикле иногда плохо для вас и вашего двухколесного друга. В этом видео я применял некоторые экспериментальные подходы, так что не обессудьте. Но если что-то понравилось, а что нет, пишите в комментариях, буду благодарен за конструктив. Ну и подписываться не забывайте. Сегодня грязище, как полагается, для эндуро-покатушек. В общем, в очередное субботнее утро моя вторая половинка снарядила меня на рынок, купить сыну свежего молочка, так сказать. Я сел на эндурик, а дальше что-то пошло не так. Блин, целую неделю не катался. Такой кайф, честно. О, классно, то что надо. Грязище. Блин, это такой кайф, ребят, серьезно. Я повторяюсь в сотый раз, это совершенно другие ощущения. Вот это да! Главное не навернуться. Блин, просто кайф вообще. Я теперь в какой-то мере понимаю пацанов, которые бросают спортухи и садятся на эндурике. Блин, как охеренно, а? Извините меня за сквернословие. Кайф. Улетел. У нас сегодня всю ночь хреначили дожди. И тут все немного подкисло. Да, теперь стало однозначно получше ездить в стойке. Однозначно получше. Сейчас где-нибудь остановимся, расскажу, что я сделал. Ну разве не круто? 20 ноября. Вот так вот погонять по лесам. Это просто кайф. Главное не ебануться. Ой. И чё? Нет. Туда не хочет. Да что ж такое? Вот это вот попасть в нейтралку на этом мотике, это, блин, целая история. Где тут?
Твоя нейтралка. Вторая, первая. О, нейтралка. Так, ну там я, наверное, вряд ли перепрыгну. А там объехать где-то... Либо толкать мот назад. Наверное, лучше толкать назад. Оп. Давай еще чуть-чуть назад. Да. Хорошо, что это не Ямаха. Я бы тут с ней и остался, наверное. На самом деле, не туда маленько повернул. Нужно было вот сюда. Класс! Неплохо так ебанулся. Класс! У-ху. Наверное, надо пепелас выключить. Ой, у меня там бензин течет. Опа. Уху. Так. Что у нас тут сломалось? Ну, бензинчику немного вытекло. Кстати, вот интересно, пацаны. Расскажите мне, как вы там валяетесь на эндуриках, и у вас бензин во все стороны не вытекает? Нормально так шкваркнулся, я даже не ожидал, получается, скользкое листья. Я попал в колею, мотик унесло, хорошо, что в дерево не прилетел. Вот так вот с утремана зарядился. Я напомню, суббота, 9 часов утра. Вот, ну, короче, прикольно получилось. Вот, получается, здесь я в колею попал. И проорал вот так вот хорошенько. Ух ты, зацените. Даже мой ножик собрал целую кучу всякой лесной полезной утвари. Грязный, как чертяка. Вы не поверите. Вы знаете, я вот сейчас еду сыну за молоком. И немного повернул не туда, поворот не туда. Вот, так что так. Хорошо, ребят, давайте пока мы стоим, я расскажу, что я по эндурику сделал. Ну, если в двух словах сказать, то я со своего эндурика сделал чоппер. В том смысле, что чоп от английского слова резать. Резать, обрезать, удалять. В общем, я удалил все ненужное. И то, что мне мешало ездить. Ну, первое, что я удалил пассажирские подножки. Так как с пассажиром я не езжу, мне это все нафиг не нужно и неинтересно. Поднял максимально руль, вот так вот, чтобы было удобно ездить в стойке, потому что было очень неудобно. Постоянно как-то руки не так выкручивались. Следующий момент, наверное, самый главный, и то, что бесило больше всего, это кикстартер. Он не давал ездить в стойке просто вот вообще, он впивался в ногу, и ты не мог держать мотоцикл в стойке. Теперь он ездит вот в этой прекрасной сумочке. Так, что еще у нас? Ага, еще я снял резиновые накладки. Тоже бесполезная херня, только мешала ездить нормально. Вот, ну и в принципе все, облегчил мотик, теперь можно гонять. На самом деле это лето я потратил вообще совершенно на другой мотоцикл. Я практически все лето ездил, снимал, еще будут на канале выходить видео о моих путешествиях на Yamaha Super Tenere. Вот, а эндурик простоял практически все лето в гараже. Ну, вы знаете, для меня это, в принципе,
сезонный мотоцикл, потому что сегодня 20 ноября, и у меня сезон продолжается. Блин, столько кайфа, вообще адреналина. И даже вот на выходных так немного выехать, прокатиться, кайфануть, этого заряда хватает реально на всю неделю. Вот, но если честно, я так подозреваю, что он не совсем подходит под то, что я хочу от эндурика, потому что Gion X-Road это все же мотоцикл такой, знаете, типа как вот двойного назначения. На нем и на работу можно там съездить, по городу покататься и немного по лесам понаваливать. Ну, на работу наваливать у меня мотик есть. Вот. А вот по лесам понаваливать он все же уступает. И я, если честно, задумываюсь о том, что в следующем сезоне я хочу попробовать что-то более эндурное. Рассматриваю GNS 300 Gion, рассматриваю Kovi Max. И, возможно, если жаба не задавит, вообще взять Kovi 300 Pro. Вот, так сказать, с запасом. Вот, потому что мне эта тема нравится, и вполне возможно, я буду развиваться в этом направлении. Делаем ставки. Заведется или нет? Так, прям 4-е. Нехило я так ехал. Бензинчика так нормально потерял. Так, не хочет. Залило. Все, продули свечи. Погнали дальше. Ой. Вы знаете, у меня что-то таки сломалось. Да, я погнул подножку тормоза. О! Вот именно поэтому он и не очень подходит. Ладно. Как-нибудь доеду до гаража. Починю. Ну вот то, что я и говорю, что этот мотоцикл, он не совсем предназначен для таких вот наваливаний. Так вот неспешно покататься, наслаждаться природой. Это прикольно. Но мне как-то это быстро стало скучным. А еще я руль погнул, по-моему. Охренеть. Да, погнул руль. Так хочется понаваливать. А руль погнут. Тормоза погнуты. Все нахрен погнуто. Вот вам и эндуро, блин. Блин, даже в стойке теперь неудобно ехать. Сейчас я, наверное, как ебанусь с этой горы. О, нет, тормоз тормозит, но хреново. Неудобно очень. В общем, что, друзья, еще хочу добавить. Я бы только что подумал. Все-таки это не эндуро мотоцикл. Почему? Да потому что, блин, ну я так легко упал. Вообще я тупану просто немножко шкваркнулся. И он вот так вот погнулся. Поцарапался. Ну, не поцарапался, но руль погнулся, педаль тормоза погнулась. А если бы я катосил где-то километрах 100? И вот такое бы произошло. Ну, блин. Вот, видите, как выгнулась лавка. Ну, короче, говно эта лавка. Все, что я могу сказать, нужно будет что-то думать. Вот. И руль, ну, я не знаю, видно или нет, вот эта вот сторона ушла сюда. Это руль, блин. Вы делаете эндуро. Мотоцикл, называйте его Light Enduro. И при малейшем падении у него выгнулся руль. Ох, ну, такое. Ох. Ну, неплохо так опробовал мотик. Все, пацаны. Теперь уже точно пока.